Ну вот, вроде я отоспался. Аж до желтой температуры с плюсиком, как полагается. До 75% выспался. Ну а шо? Днем больше не получится. Только ночью. Ну и отправляюсь я дальше. Изучать, так сказать, черногорские пространства. Так, а вот, кстати, компьютер. Ну-ка. Искать запчасти. Ну, давай поищем. Не знаю, куда надо наводиться, на системник или... Так. Провода. Места занимают немного, их определенно надо брать. Провода, они... Зачем у меня по отвертке не тронуто? Провода, они входят в крафт, кажется, кодлока, если я не ошибаюсь. И это замечательно. Замечательно. Кодлок нам понадобится. Как минимум на продажу. Как максимум на то, чтобы повесить его на воротца базы. А может отсюда еще и разгрузка выпадет? Посмотрим. Нет, ничего. Ладно, пойдем следующие компы лутать. Да, расковырял я все компы. Сделал отвертку поношенной. И ничего. Вообще. С одного компа только выпало мне проводочек. И на этом как бы и все. Не густо, не густо. Ну, хотя если падало со всех компов, то бы это было слишком имбово, наверное. Да и, скорее всего, с отверткой-то мне повезло. Кстати, ее, наверное, надо оставить на какой-то крафт. И когда будет сильно поврежденная, то уже не расходовать. По крайней мере, вот просто так. Так, ну а чё, мы двигаемся к больничке тогда? В принципе, особо ничего тут лутать мне не надо. Вроде бы как. Еда пока терпит. А задерживаться в Черногорске я не очень бы хотел на самом деле. Хотя тут есть что полутать. Но все равно как-то задерживаться, ну, такое себе. Город проходной. Как бы полутать есть чего, но лута-то может и не быть. Так что я могу просто терять на этом время. Так, что по пути зацеплю, то зацеплю. О, вижу баночку. Баночку, как бы ее мне уместить? Да, такое себе, конечно. Ну, блин, придется избавляться от плитки. Больно много она места занимает. По воде еще терпим, так что на колонку в порт я возвращаться не буду. Налью воды где-нибудь в другом месте. Так, что у нас по зомбачкам? Там один. А здесь вроде бы как и нету, но вот тут двери пораскрыты. Навевает на подозрение. Даже несмотря на то, что штаны лежат. Кто их брать-то будет? Да, пожалуй, никто. Ну, по крайней мере, те, кто до сюда дошел. Конечно, можно было бы кассовый аппарат вскрыть, но... Что-то я не хочу. Поэкономлю я отверточку. Так, шлем. Вроде больше ничего. Сигнальный пистолет давай пока сюда. У меня есть ракета. Одна. Штаны санитара. Ну, у моих-то где они, блин? Вот они. Высокое утепление.
Мои-то получше будут, получше. Уже намокать, блин, начинаю. Хреново, хреново. Надо поторапливаться. Наверх, наверное, не пойду, хотя стоило бы на самом деле. Куртка санитара. Какое состояние? Повреждено. Сильно повреждено, блин. Давай менять. Так, кадеин давай пока берем. Потом, если что, выкину. Все пораскрыто. Ну, понятно, ни черта я тут не найду. Хотя мне бы хотя бы там, ну, таблеточку тетрика бы не помешало. Так, вот это уже неплохо. Набор для определения. Пригодится. Ну, хоть что-то уже нашел. Еще кадеин. Но его, видимо, просто никто не берет. Никому-то он не нужен. Да и, по-моему, крафтов он никаких не содержит. Вот тут закрыто. О! А вот это прям полезно. Помимо того, что это, во-первых, рация, и можно выйти там на какую-то частоту, не помню. Что-то там послушать, поговорить, или квесты получить. Так она еще и нужна в крафте, по-моему. Либо она разбирается с помощью той же отвертки. Компас. Компас надо. С компасом мне лично попроще ориентироваться будет. Да, вот ее можно разобрать. И использовать в крафте, опять же, того же кодлока. Это я точно помню. Там то ли вот этот вот экранчик снимается, то ли какие-то кнопки. Наверное, заменю я свой мотоциклетный на вот этот кроссовый, точнее. Почему я сказал кроксовый? Буду маленечко мерзнуть, так как в нем утепление похуже. Но, по крайней мере, вот этот худ, который, если честно, не так уж сильно мешает, но он мне маленько поднадоел. Ну и раз уж пошла такая пьянка, надо и эту больничку залутать. Как бы во втором корпусе. Ну, такое себе на самом деле бывает. Лута мало, но он есть. По крайней мере, иногда встречается. Да и тут много аптечек настенных. Вон что-то валяется, туфела. Но мне не надо, не надо. Так, а вот шприц — это дело. Шприц нужен для ампул всякими лекарствами. И, по-моему, является довольно редким таким спавни предметом. Ну что ж, неплохо. В принципе, зашли в больничку. Морфин. До хрена кадеина. Ну и шприц, можно сказать, тоже относится к больничке. Так как вокруг нее тоже есть спавн медлута. Так, дезинфицирующий спрей возьмем. Еще один. Вот этот вот очиститель, так скажем. Пригодится, пригодится. Надо бы где-то остановиться и перекусить, я думаю. И можно будет пройти через пожарку, кстати. Не знаю зачем. Так, набор инструментов. Вот это good. Что прикажете выбрасывать? Так, давайте-ка начинать есть. Сейчас я эту дверку тоже вот так вот обезопашу. Даже не доел банку, уже целый желудок.
И знаете, что я думаю? Думаю, уже не сходить ли мне за курткой санитара. Все-таки она-то повместительнее. Пока хожу, могут забрать. Ля, жалко-то как. Ну ладно, кадеин в минус. Шприц. Ой, господи, ладно, буду разбираться. Так, ну с горем пополам доживал я эту банку. За 3 подхода. Ну и мне, походу, надо обратно в больницу возвращаться. Так, шо. Фальшик, блин, и фальшик бы взять. Стрелок опять. Шо ж ты меня преследуешь, дядька? Или ты уже другой? Фальш, ну, фальш нужен, но так ли он нужен? Перчатки может выкинуть одни. Тряпки. У меня есть, если что, бумажка? Если что, бумажка есть. Ладно, хрен с ним. Кору на крайний случай срежу. Фальшик все-таки это лишний розжиг. Непромокаемый, кстати. Ну вот и поменялись. Ну а раз тут стрелок бегает, то я пойду дальше. Нет, не пойду. Чё мне надо там? Да, в общем-то, максимум шлем пожарного я бы взял. Хотя он вроде такого себе утепления. Но проверить можно. За горочку вот вывалилась очередная порция еды. Наш стрелок неумолимо подступает. Ну вот шлем пожарного. Чё, среднее утепление? У этого среднее утепление. Ну и смысл тогда. 2 кило, а этот меньше 1. Есть смысл. Есть. На целый килограмм веса убрал. Нормально, пойдет. И еще паштета баночка. Холодильники пожарных неплохо заполнены. Ну и в принципе все. Тут мне больше делать особо-то нечего, если только нет штанов пожарных посвежее. Куртка. 7 килограмм, ну больно тяжелая. Ну все, погнали от Седова дальше. Мне еще водой наполнять, бутыль. Конечно, хотелось бы в идеале ее сменить. Да, а то такой вес будет и место столько занимает. Вообще не круто. Ну и у нас появилась очередная порция еды, которую надо употребить. Стоит ли идти мне в ту полицайку? Вообще никак не уверен, что это стоит. Полицейских там будет много, тем более я тут не один, и он, походу, тут лутается постоянно. Так что что-то не хочется. Вот и добрался я до колонки. Ничего не нашел, накопал червячков маленько. Поймал 2 куриц, кстати. Так что еды у меня теперь вообще навалом. Но я сейчас заполню эту баклаху и вижу, как моя стамина просто тает на глазах. Очень похоже, что я просто отопьюсь и частично вылью воду, чтобы она вообще не отнимала у меня так много. Ну, попьем. Надеюсь, ничем не заболею. Да, садовая известь. И коровка мычит. Интересно, смогу я корову топором забить? И получу ли я с нее шкуру, что самое интересное? Решил я сходить попытать счастье. Уж не знаю,
чем это обернется. Вроде как по звукам она недалеко, наверное, у реки там пасется. Ну, а если ничего не получится, то можно хотя бы в этом ручье половить рыбку. Авось да и выловлю там кастрюльку какую. Или бутылку на крайний случай. Попробуем. Ишь ты, какие они проворные. Короче, ну его нафиг. Я потратил кучу времени, потому что коровы оказались для меня слишком резкие. Конечно, можно подкарауливать, подкрадываться сзади. Вот это вот все. Но это будет так долго. Надо, наверное, бить в голову, чтобы был какой-то результат. Ну и не хочу я тратить на нее время, тем более, что я не уверен, что там вообще что-то с нее упадет полезное. Лучше, наверное, попробовать порыбачить. К тому же я чуть не потерял свою куртку. Так, и, наверное, буду убивать вот эти вот крючки. А этот пока поберегу. Что-то пока не ловятся наши крокодилы. Даже уже удочку почти сломал. Осталось у меня 2 последних червячка. Ну и крючки, походу, тоже последние. Но у меня еще и заводской. И веревка, в принципе, есть. Могу сделать еще одну удочку. Но как-то пока не знаю. Может, это... Хотя нет, навык растет. Вроде бы как. Ну, ладно, растет и хорошо. Коровы замолчали. И я слышал звук арбалета. Ну, похоже, наш стрелок и до сюда добрался. Явно он меня преследует. О, я что-то поймал. Что же это? Водоросли. Сильно поврежденный крючок. Даже еще хватит на рыбалочку. Ну, доловлю последним. И вот тут сарай недалеко. Пожалуй, в него пойду греться. Хотя, на самом деле, под таким плотным деревом не особо-то я и мерзну. Вон даже температурка иногда вверх идет. Но надо будет посмотреть, промокли ли у меня вещи. Так, и похоже... Сорвалось, да, сорвалось. Все, сорвалось. И стрелок у нас где-то тут. Что-то она как-то взялась коряво. Ничего себе она берется. Красиво. Так, это сюда. Нет, погоди, вот это сюда. А, у меня еще на этом есть, но не буду тратить. Кстати, что по вещам? А смотри-ка, я даже не намок здесь. Ботинки надо подремонтировать, кстати. Повреждено это не дело. Надеюсь, нож-то не пропадет. Не должен вроде. И я надеюсь, что стрелок меня не примет. В прямом смысле этого слова. Так, каменный нож у меня есть. Давай, не отходя от кассы. Так, похоже, я засиделся. Слышу собак. И бегу. Прям сквозь зомбей пробежал. Лампа. Походу нашли меня, все-таки долго я сидел. Кстати, мимо зомбей пробежал, они даже не поняли. Лампа сюда не вешается случайно? Жаль. Кстати, сливы лежат. Ничего себе. А говорили, фруктов нет. А сливы-то просто так, оказывается, спавнятся. Точнее, не сливы, а фрукты. Даже трясти не надо.
Вот это поворот. Ладно, что сидеть, двину в путь. Вроде все взял, ничего не забыл. Дождь, кажись, закончился. Правда, я рыбу не доловил. Поэтому, наверное, вот эти домики посмотрю. И обратно к ручью. Что-то стамины все меньше и меньше становится. Вроде ем, все ем. Червяки, что ли, столько весят, понять не могу. О! Первый мой улов. Лещик. Кстати, крючок даже не заруинился. А, вот удочка, все. Удочки, кранты. Так. Так. Что-то мне начинает нравиться рыбалочка. Айда еще одну замутим. Как у нас тут перчатки сильно поврежденные, но, надеюсь, не порежусь. Угандошил я все крючки. Еще одну удочку сломал. Навык мой аж до 7%, кстати, прокачался. Сейчас, наверное, прямо здесь разделаю карпа, посмотрю, что с него падает. А, это лещ. Точно. Каменный нож зачем-то уничтоженный с собой таскаю. Так. Лещ не тронутый, может его как-то так надо? Да, прикинь, ее целиком жарить надо. Ну, этим я явно сейчас заниматься не буду. Я, пожалуй, что доем свою еду. Она как раз остыла. Хотя, надо ли мне ее есть? Вот прям сейчас на сливке это проверю, насколько у меня голод-то упал. А, ну все. Либо он у меня вообще не упал. Либо... Так, шприц я сюда уберу. И у меня тут еще места освободились. Надо что-то туда тоже пораспихивать. Да, либо у меня очень мало дает это насыщение. Ну, не знаю, будем смотреть. А пока я тут вернусь, пожалуй, что в город. Плоскогубцы. Кайф. Вот это фартануло. Так, подожди. Сейчас еще 2 слотика освободим. Где там у нас проволочка? Объединить, сделать металлическую проволоку. Колючка-то мне ни к чему, в принципе. А вот металлическая проволока — это не только ворота, а и селки. Поношенные, правда, ну да ладно. Так, теперь мне надо плоскогубцы куда-то заныкать. Подальше. О, у меня каменный нож есть. А я думал, кончились. Да, обошел я так прилично территорию. Вернулся опять к больнице. Ну и тут уже вечереет. А смотрю, наверное, эти домики. Красиво, как след идет. Ну и чё, и буду готовиться ко сну. Времечко уже позднее. Скоро и совсем стемнеет. А там буду думать, буду смотреть. Либо на север, либо на север. Ну шо, прошел рестарт. Прошла ночь. Я все в том же домике. И, наверное, стоило было бы залутать как минимум гаражики больницы. Потому как после рестарта, возможно, что-то там появилось. Да, короче, в больнице я ничего не нашел. Встретил иностранца внезапно. Правда, ничего толком ему сказать не смог. Предложил еду, от которой он отказался. Он мне, видимо, предложил попить.
от которого я тоже отказался. Пусть лучше ему останется. Ну и все, на этом мой английский закончился. Вот так вот. Ну, а я продолжаю дальше искать что-то. Не знаю что. На самом деле досмотрю вот эти вот здания. И все, пора отсюда уходить. Не хочу я задерживаться в этом городе. Прям вообще. Людно тут, неуютно как-то. Да и мне кажется, на севере более выгодные вещи можно найти. Энергозатраты уж больно как-то сильные. Патрончики еще лежат. Где-то у меня были, да. Блин, на самом деле оружейных патронов уже целая гора. Могу просто ходить и отстреливать этих зомбаков. Так ведь нет. Стрелять-то не из чего. Надо по мусоркам копошиться, искать запчасти. Складывать их куда? Тоже некуда. Ну, раз уж я добежал до берега практически, наверное, я тут вот эти вот киоски посмотрю. И буду двигать. О, еще патроны. Я же говорю, полно. Кстати, тут можно лягушек половить. Ну-ка. Попробуем. Ни разу еще не пробовал. Не повезло. Бывает. А давай еще разочек. Где? На мелководье, вот в этом, в камышах-то. О, попалась. И где? Лягушка. Лягушка. А ты где? Блин, может она с курткой не работает? Ну да, походу она с курткой не работала. Ну вот, лягуху поймал. А давай еще одну, мне понравилось. Запеку, посмотрю, что из этого получится. Ладно, все, хорош, не буду жадничать, то всех переловлю, никому не останется. Там люди голодать будут. Грустно это все. Так, ну вот, вроде как я выспался. 76%. И двигаюсь куда? Наверное, двину я в Высотово. На первый взгляд. Это мне вон туда, к тем домам. Хотя особо-то там делать нечего на самом деле. Но также могут подумать и остальные. Нифига себе, статуй. Ну ладно, не буду мешать. Бывает же такое. Напугал даже. Я вроде мимо пробегал, его не было, только заспавнился, что ли? Или был, да я не заметил. Ну ладно. Я говорю, валить надо отсюда. Уже человек 5 встретил. Делать тут нечего. Кажется, что-то есть. Яйцо. Вот и узнаем, зачем оно надо. Что тут? Ничего. Ну ладно. Ивандрий. Вот это да. Под лягушечку-то зайдет неплохо. Хоккейный шлемчик. Вот пивко я первый раз тут нахожу. Да, повезло так повезло. Может, еще и пила сейчас будет на маяке, к примеру. Тут фруктов не нападало. Вроде нет. Такое, главное, интересное, это съедобное. Конечно, съедобное. Ты что, дурачок, что ли? Тоже мне выживальщик. Это я уже, в принципе, недалеко от болот нахожусь.
На кой мне высотого? Может, смогу на военку пробраться хоть чуть-чуть? Хоть глазочком одним. Пойдем сходим. Человек бежит. Там зомбарь. Есть ли мне смысл тогда идти туда? Привет, привет. Привет. Здорово. Тебя не слышно. Внезапно. Нахожусь я сейчас в Высотово. На окраине. Ну и что же произошло, что заставило меня свернуть с пути? Встретил я человека. Он мне сказал, что все там залутано, только что был и на военке. И в самих этих болотах. Короче, пусто там. И еще он мне сказал, что у меня микрофона почему-то не слышно. Вот поэтому я свернул сюда. Показывать я это все не буду, так как там чаты, все такое. Микрофон я вроде как подстроил, но опять же надо кого-то встретить, чтобы это понять. Но сюда я пришел, потому что буду уже продвигаться севернее. И тут может быть стройлут, который меня и интересует. Хочу я все-таки найти пилу. Ну, либо кастрюлю, так как редко кто сюда заходит. Потому как лута здесь не особо навалено, так скажем. А вот зомбаков бывает довольно много. Пойду я туда, попытаюсь счастья. В школу лут сегодня не завезли. Прямо от слова совсем. Даже вообще ничего не нашел. Подозрительно как-то. Тут вообще лут имеется, хоть какой-то. О. Хоть что-то полезное, эпоксидочка. Пригодится. Ей, по-моему, удочку можно чинить заводскую. Ну и вон в те дома по-любому надо идти. Так. Это у нас дорожка на промзону и блокпост. Это я помню. Дальше будет то есть не Высотово, а развилка. Новоселки. Но я, наверное, двину в Козловку. Дорога туда дальняя. Так что надо передохнуть перед этим. Так, ну вон блокпост. Туда идет дорога. Я что-то слышал. Так, ну это петух тот кричит. Не заткнется никак. Ну, короче, неважно, куда идет та дорога, мне туда не надо. Мне надо залутать вот эту промочку. Может быть, одним глазочком гляну я, что творится на блокпосте. Но вот опять же жалко, что у меня нету арбалета. Кто бы сейчас перестрелял там всех. Оружие бы набрал. Гору. Ага. Дай бог там один патрон найдется. Ну, разгрузка, кстати, может найтись. А мне она нужна. Но попадаться на глаза воякам я точно не хочу. Так что, если будет опасно, то лучше не ходить. Так, ну и что тут у нас? Что тут у нас происходит? Дайте-ка я посмотрю. 2. Но они уже там есть, как бы, ну... Какой вариант мне остается? Явно не туда идти. У них удары очень сильные. Они меня завалят буквально за пару секунд. А вон и третий уже. Еще и видят они, и слышат.
Нет. Мне туда дорога закрыта. Так, что же делаем с яйцом? Съедаем, а не отравимся? Не должны. Скушал как фрукт. Ну и чё, лягушоночком закусим. У меня курица скоро стухнет. Надо бы ее съесть. Вроде набегал, так нормально. Так, лягушонок ушел. Карп еще, блин, этот карась, как его, лещ. Ну и все, вроде как я перекусил. Более или менее. И вот у нас прямая дорога на Козловку. Где-то через полкилометра, ну там плюс-минус, будет у нас бар, где я и остановлюсь на отдых. Надеюсь, доберусь без приключений. Ну, утречко доброе. Проснулся я, значит, в трактире. На пути к Козловке. Как и засыпал, в общем-то. Вот тут ложочек заспавнился. И продолжу я, значит, свой маршрут. Что же из новенького? А новенькое-то есть. Из новенького добавили крафты аналогов. О, волейбольный мяч. А зачем? Не знаю. Сейчас посмотрим. Значит, аналоги медицины. В частности, меня интересует тетрик. И он делается из ягод бузины и шиповника с помощью ступки. А ступка, в свою очередь, изготавливается из большого, по-моему, и маленького камешка. Это, конечно же, очень меня радует. Я буду это все делать. Теперь собирать бузину и прочие такие вот там ягодки, колпаки свободы и прочее имеет смысл. Раньше особо не имело, потому что там нужна была кастрюля, чтобы сварить компот. Это был, по-моему, единственный крафт. А теперь есть. И главное, что крафт-то очень полезный. Ну что же, продолжим свой путь. Крышку багажника не хочу брать, не буду. Панама не надо. Ну и надеюсь, на собак я не нарвусь. Ну, кстати, точила проехала. Ну, пусть едет. Однако, как громко. Похоже, проехала она именно в Козловку. Что меня не радует, однако. Но да ладно. Раз направился, надо двигать. Так, а вон и виднеется у нас вот этот вот гараж, или что это? Ангар, который находится рядом с Козловкой. Пока еще не могу сказать, что добрался я без приключений, но все было довольно тихо. Крутил я тут башкой по всем сторонам. Вроде животины не наблюдаю. Там, по-моему, еще вышка стоит где-то в деревьях. Да, вон она виднеется. Ну, не знаю, стоит ли она того, чтобы до нее идти. Как-то далековато. Наверное, не пойду, по крайней мере, сейчас. А вот ангар я навещу. Тачка проехала совсем недавно. Крайне я надеюсь, что она проехала мимо, куда-нибудь в Зеленогорск. Кстати, я бы туда тоже хотел завернуть. Я, в общем-то, туда и держу путь. Но до Зеленогорска мне еще довольно долго. Так что пока будем лутать Козловку. А там посмотрим. Что-то валяется, эпоксидочка. Блин, я бы на самом деле взял. Эпоксидку-то народ покупает. Да. А куда ее брать? Вот вопрос. Вместо куска мяса, что ли, взять? Хотя мясо это еда. Ну ладно, еда у меня есть. Тем более один кусок курицы, неполный.
знаете ли, такое себе. Так что лучше как-то так я сделаю. Он тем более курица пасется. Наверное, с едой пока у меня проблемы не возникнут. Курицу я, кстати, хочу разделать. Где она? Ага. Разделать я хочу ее только из-за того, что она даст кости. А кости мне нужны на крючки, чтобы качать навык. Каменные ножи до сих пор ничего не разделывают. Понятно. Но вроде как в Дискорде видел, что админы с этим пытаются разобраться. Значит, все-таки должен резать. Так, значит, ну немножечко я отоспался. Зажарил свою курятину. И надо бы двигать. Так как на Козловку у нас падают снаряды. Стало быть, это довольно-таки опасное местечко. Честно говоря, не знаю я вообще, зачем сюда иду. Сомневаюсь, что я тут найду что-то такое большее по слотам. Потому что разгрузка мне прям необходима. Но найду ли я ее здесь? Очень сомневаюсь. По еде что могу сказать? Что, ну, мне кажется, вот лично мне, по ощущениям, что еды много. Точнее, еды немного, а она дает слишком много калорий. Ну, либо все-таки надо подкорректировать расход. Потому что вот у меня сейчас есть запас еды. В принципе, такой даже неплохой. У меня там, по-моему, 1 или 2 банки консервов. Плюс я постепенно уже качаю рыбалку. Плюс что там у меня еще? Курица, все такое можно поймать. В любой вот такой вот сельской деревне они спавнятся без проблем. Ну и в холодильниках довольно-таки частенько встречается еда, опять же. Ну вот тут, например, пусто. Ну где-то в одном из 6-10 холодильников еда всегда есть. Ну вот это лично по моим ощущениям, опять же. Ого, мадам с рюкзаком куда-то собралась. Пришла в магазин. Ой-ой-ой. В магазинчик за покупками пришла. Перед дальним походом. А тут у нас что? Вроде ничего. Блин, на самом деле это типа охотничьего магазина. В нем могла быть и помпочка какая-нибудь. Ну, конечно, с этим спавном не знаю, могла ли быть. Но чем черт не шутит. Всякое возможно. А мне сдается, что тут кто-то не так давно пробегал. Кое-где двери открыты. И вот мадам в магазине меня смущает. Не просто же так она туда сама пришла. Так, холодильники надо лутать, потому что мне до сих пор нужна бутылка. Хоть какая-нибудь. Маленькая в смысле. А вроде как они оттуда имеют свойство выпадать. Кстати, на самом деле и из мусорок тоже они, по-моему, выпадают. И вот... Так. Чуть не попался. И вот мусорки-то я на самом деле зря пропускаю. О! А вот и оно. Я же говорил. Так, эту мы выливаем. Он, конечно, надеется, что она еще свежая, но я так бы не надеялся на самом деле. Так, это мы сюда. Это мы сюда. Налить. У нас там водичка свеженькая, чистенькая.
Даже дверь не закрыл от радости. Так. Наполнили. Это мы сразу сюда, чтобы она никуда не делась у нас. Это мы вот так. И отпиваемся до максимума. Ну вот и все. Бутылочка нам послужила верой правдой. Но теперь у нас другая подруга. Так, это мы все одели. Бутылочка у нас не вешается случайно. Жалко. Ремень бы найти неплохо, на самом деле. Так, ну и сюда чё мне жалко потерять? Да мне на самом деле много чего жалко потерять. Молоток я не хочу терять. Еда, ладно, кстати, может ее, да, ее бы надо съесть. Веревочку тоже не хотелось бы терять. Ну, а это как-нибудь уж переживу. Вот, маленечко и разгрузились. Опять забили желудок. И настроение уже повеселее. Добавилось чутка стаминки. Добавилось чутка места. Ну шо, ищем пилу? На самом деле, подумал я, пора бы мне как-то озаботиться своим жилищем. Блин. Дальнобойщик 2. Чертеж на крафт ствола. Набор для чистки оружия нету, конечно же, у меня. Трубы у меня нету. Нужен дальнобойщик 1. Но его надо брать, его люди покупают. Причем покупают довольно-таки неплохо. Может даже вот так оно было бы приоритетнее. Соберу я запчасти или нет, непонятно. А вот дальнобойщик я в любом случае смогу продать. Я слышу курицу, а мне нужны бы косточки. Хотя на самом деле у меня 9 поврежденных. Вон она там пасется. Ну ладно, пока потратим эти кости, а уже потом будем думать. Мне показалось, где-то бахнуло. Бахнуло довольно далеко. Но это мог быть просто выстрел. А вот когда бахнет надо мной, тогда уже поздно будет думать. Колонка. Не требуется. Походные боты. Ну ладно, побегаю и осмотрюсь. Еще чертеж. Опять второго дальнобойщика. Надо брать, раз предлагают. А шо, первого нема? Я бы первый взял. Еще чертеж второго дальнобойщика. Да вы издеваетесь. А можно что-то другое? Не, ну я взял как бы. Тут без вариантов. Ну и похоже я залутал большую часть домиков. И на самом деле хочется мне отсюда свалить. Вот почему-то есть такое чувство, что задерживаться тут нельзя. Так, у нас Дрожжино находится запад, северо-запад. То есть примерно вот туда мне двигать. Ну и погнали. Не знаю, почему-то не нравится мне Козловка. Вообще никогда не нравилась особо. Вот, кстати, дорога. Ага, до дерева. Курица не надо. Сельская дорожка, она выйдет на нормальную дорогу скоро. И там будет какая-то домушка, где я... Опять какой-то пролаг случился непонятный. Где я, собственно, и разберу свои пожитки. Посмотрю, что у меня есть. Может, что-то смогу выкинуть или съесть. Вот как-то так.
Поросюшка. Она хрюкнула, у меня аж все упало. Я подумал, что что-то нездоровое происходит. Но там еще и зомбак. Так что ну его нафиг. Ну сюда снаряды уже не долетят. Вот это вот облако газовое. Все такое. Тут относительно безопасное место. Так что я, наверное, сейчас здесь и буду раскладываться. Посмотрю только вообще, что тут имеется. И надо обезопасить себя. Я уже не помню, какую дверь я открывал, закрывал. Не знаю, работает ли это на самом деле или нет. Но раз сказали, все-таки хоть какие-то меры предосторожности надо предпринять. Так, а это у нас башенка Зеленой горы, я так понимаю. Больше тут таких нету шпилей. Честно, я не помню, есть ли там какая-то сейф-зона. Так что пока не пойду. В поле я не хочу тут смотреть дискорд и все такое. А то собачки-то они унюхают, придут и накажут. А это что там такое? За призрак. Дрожжина тут меня встретил сразу же. Кучей зомбаков. Что это? Мистика. Похоже на дымовую гранату какую-то. Забаганную. Так что лучше не буду к ней подходить. То мало ли. Траванусь еще. Вроде как на дрожжина не падали снаряды. Если это дрожжина. Не пара домиков. Хотя дрожжина на самом деле и есть пара домиков. Но мало ли как. Мусорка. Так, рождественские огни не надо. Рождество уже прошло. Ну, а я, пожалуй, в этом домике и останусь. Вот тут проверю холодильнички и все прочее. Ну и подожду. Все-таки скоро закат. Точнее, он уже.